Всем творческий привет и добро пожаловать на мой канал Дневник Лю. И сегодня я хочу нарисовать открытки. Я помню из своего детства, что открытки это была неотъемлемая часть подарка или просто поздравления, которое присылали по почте, вкладывали в подарок. И у моей мамы была целая коробка с открытками, с очень теплыми пожеланиями от родственников, которые присылали из другой страны, из другого города. Это было очень ценно. Потом я помню открытки, которые появились, это был писк моды, музыкальные открытки, которые открываешь, и там такая писклявая музыка поет песенку с днем рождения. А потом на смену бумажным открыткам пришли электронные открытки на любой вкус и цвет, с блестками, мигающие, сверкающие, в общем, все, что хотите. И как будто бы утратила ценность простая бумажная открытка. И сейчас, я думаю, стоит вернуться к тому времени, когда отправляли теплые открытки, сделанные на бумаге. С обратной стороны были написаны слова от сердца, а не то, что придумал искусственный интеллект. И сегодня я хочу нарисовать теплые открытки с моими рисунками, и здесь я буду писать добрые слова и дарить эти открытки на Рождество и Новый год. Сейчас я немного расскажу о материалах, которые я буду использовать. Ну, во-первых, это сама открытка. Я нашла в магазине, в художественном магазине, уже готовые такие открытки, на которых можно рисовать. Бумага предназначена для акварели, но ее можно использовать не только для акварели. А чем же я буду рисовать? Сегодня я буду использовать, конечно же, акрил, потом я буду использовать цветные карандаши, а также я хочу попробовать порисовать обычными детскими акварельными красками. И вот посмотрим, что из этого получится. Подложку я взяла вот такую обычную фанеру, чтобы мне было удобнее, и на нее прикрепила саму открытку. Это будет создавать такую рамочку, когда потом я нарисую, уберу скотч, и будет уже картина с рамкой. Для первой открытки я выбрала вот такой рождественский мотив. Он рисуется довольно просто. Здесь главное сделать красивый градиент, вифлеемскую звезду и сам хлеб. Вот мы сейчас приступим. Три основных цвета, вот еще будет белый. Основные цвета для фона будет, конечно же, белый, без него никуда. Черный, вот такой вот темно-синий, зеленый. Я буду намешивать из него какой-то интересный оттенок. Посмотрим, что получится. Мой фон готов, и я буду переходить уже к более мелким деталям. Сначала я нарисую черной краской вот эти вот темные домики с деревьями, а потом уже перейду к самому хлеву. И уже в конце у меня будет звезда, свет от нее и вот эти мелкие звездочки. Звездочку я добавила чуть-чуть вот этого цвета охры, чтобы связать звезду и хлеб, да, таким вот желтеньким цветом. И осталось мне сейчас добавить звезд, а это я сделаю с помощью такой вот кисточки пушистенькой или вот такой веерной и набрызгаю белой краской. Открытка готова. Здесь можно написать какие-то теплые пожелания и поздравить с наступающим Рождеством и Новым годом и подарить
Следующую открытку я хочу нарисовать карандашами. Для меня это необычный опыт. Я не так часто использую карандаши в рисовании, поэтому посмотрим, что из этого получится. И здесь мне потребуется простой карандаш, чтобы сделать сначала маленький набросок. Хочу рисовать, наверное, такие домики. Эту открытку я хочу расположить горизонтально и вот здесь расположить вот эти вот милые домики с елочкой. Сугробчика. Для начала я буду просто заполнять, да, вот, допустим, этот домик вот таким цветом. Сначала заполню основной цвет, потом уже буду прокрашивать детали. Но мне нужно будет оставлять там, где белое, допустим, в окошке, я не буду закрашивать, то есть останется цвет бумаги. Но если где-то я закрашу, я всегда могу использовать для этого, для белого цвета акриловую краску и тоненькой кисточкой добавить вот этих белых маленьких бликов, каких-то деталей с помощью краски. Я думаю, это будет неплохо. Все, можно раскрашивать. Вот этот домик остается у нас белым. Этот домик самый большой. Я хочу вот использовать красный и оранжевый, как бы двумя оттенками. Буду вот пробовать добиться такого кирпичного цвета. Сначала пройдусь оранжевым. Сейчас попробую сразу красный. Нормально, да? Несмотря на то, что вот эти два домика у меня остаются белыми, но я не оставлю прям белый, как бумагой. Я слегка добавлю голубой и серый оттенок, чтобы чуть-чуть придать оттенка. Все-таки прям чисто белый у нас не будет. Слегка. Еще могу вот так немножко добавить и растереть пальчиком. Вот. Под крышей тень, может быть, от соседнего дома, где-то чуть-чуть побольше тени. И также здесь. Теперь я перейду к окошкам. Все-таки я решила, что я их заполню черным цветом, а белым я сделаю с помощью акриловой краски. Так мне будет легче. Все окошки прорисовала. Теперь я буду работать с елочками, а белым я буду белой краской, да, прорисовывать какие-то детали мелкие в самом конце, когда уже все будет практически готово. А для елки я буду также использовать несколько оттенков: темно-зеленый, светлый и черный. Я думаю, где-то темный прям стоит черным. Что касается снега, да, он тоже также не чисто белый. Я возьму серый, голубой, просто немножечко добавлю теней. Вот сначала вот так вот, может быть, голубым растушую. Может быть, чуть-чуть сереньким также.
под елочкой больше тени. Здесь можно так пальчиком. А теперь я займусь белым цветом. Мне нужна тоненькая кисточка, белый акрил. Краска более такая жидкая нужна, чтобы она легко тянулась как бы по поверхности листа. Поэтому я добавлю больше воды и попробуем сейчас очень аккуратненько прорисовывать окошки. Вот так выглядит с окошками теперь моя открытка, мои домики. И я решила все-таки сделать обводку черным карандашом, обвести контур. Я думаю, тоненько. Я думаю, должно быть неплохо. Для мелкой работы мне приходится даже использовать фонарик от телефона, потому что недостаточно мне света, чтобы прям вот я могла проводить тонкие работы. Открытка карандашом готова. Возможно, я могу еще здесь написать Merry Christmas, с Новым годом. А можно оставить без надписи такой вот городок. Здесь можно будет написать поздравления. Открытку карандашами я нарисовала, а теперь следующую открытку, как и планировала, буду рисовать акварельными красками. У меня есть обычные детские акварельные краски. Надеюсь, ими тоже получится нарисовать. У меня, к сожалению, нет профессиональных. Я не так часто и много рисовала акварелью, поэтому немножко переживаю, но думаю, все равно получится хорошо. Вот такой рисунок я выбрала для рисования акварелью. В акварели важно помнить, что белого цвета нет. Да? Его, конечно же, можно использовать акрилом, также добавить где-то блики, но вообще нужно понимать, где у меня будет светлый оттенок, это остается моя практически белая бумага. Здесь я тоже буду использовать карандаш для наброска. Я слегка нарисую моего снеговика, чтобы понимать, где у меня вот он располагается и где мне стоит быть внимательной, чтобы оставить белую бумагу как белый цвет. Акварель любит воду, поэтому обязательно баночка с водичкой. И все это необходимо, я думаю, немножечко намочить. Такой. Так, наверное, я перейду к шляпе. Значит, нам нужно внимательным быть и оставить здесь промежуток белый, так как это блик на шляпе. И то есть вот здесь темная, да, теневая сторона у нас слева, и вот здесь правее блик и более светлая часть. Здесь нужно побольше цвета краски, но я смело беру как черный. Начинаю красить шляпу по форме предмета. Да, я рисую по форме. Ох, немножко страшно. Здесь не забыть, что у нас есть блик, да. Оп. Я вот так сделаю, а теперь я здесь беру краску, оставляя блик. Я вижу уже, что, допустим, на снеговике необходимо вот здесь сделать более темную часть. И я хочу использовать не только, наверное, черный, я возьму вот немножко какого-то синего. Вот снег, я думаю, имеет такой чуть-чуть синий оттенок, синий, черный. Попробую какой-то смешать цвет.
Окей. Пока у нас все это просыхает, можно потом будет делать вторым слоем. О, забыла, лежит здесь еще шляпа черная. Окей, тогда мы еще немножко поработаем со шляпкой нашей. Так, собрать краску. Все-таки я подожду, пока хорошо просохнет. Здесь перейду к шарфику. Так, шарфик. У нас красный шарфик. Вот у меня есть красный цвет. И сразу же раскрашивать один слой. Так, сам снеговик просох, поэтому я продолжу работать со шляпой, сделаю ее поярче, а потом подсохнет и шарфик. Потом останутся только мелкие детали. Пока сохнет шарфик, чтобы я проработала его дальше, я хочу вот здесь вот создать тень, да, под нашим снеговиком, тень на снегу. И для этого также у меня будет черный и немножко синего, наверное, или фиолетового даже. Сейчас посмотрим, как у меня. В принципе, я могу переходить к веточкам. Здесь просто краска и тоненькой кисточкой. Вот так. Здесь тоже. Можно перейти к глазкам и пуговкам. Можно использовать черный. Важно в глазках оставить блик. Как вам мой эксперимент с открытками? Я попробовала разные техники. Карандаш, да, карандашный рисунок, акриловые краски и акварельные краски. Какая вам открытка больше всего понравилась? Ну вот из 4, какая вам больше всего нравится? Напишите в комментариях. И я думаю, это хорошая традиция дарить живые, настоящие открытки своим близким и друзьям и поздравлять с праздниками. А если еще открытку нарисовать своими руками, то это плюс 100 баллов вообще к атмосфере, к теплоте этого маленького, но очень важного подарка. Не забудьте подписаться, поставить лайк, потому что скоро вас ждет еще много-много интересных творческих и не только творческих видео, потому что сейчас самая прекрасная пора новогодних праздников.